Всем привет! Мы продолжаем рубрику канала, посвященную обзорам различных масштабных моделей, выходивших в разнообразных российских и европейских журнальных сериях около 10 лет назад. И сегодня мы рассмотрим польский автопром, машину марки Polonez, которая копирует прототип 1987 года. И этот автомобиль вышел в рамках проекта «Культовые автомобили» под номером 97, и машинка с журналом поступила в продажу в июле 2012 года. Сложно сказать, сколько в Польше стоили эти выпуски, я предполагаю, примерно так же, как и на территории Российской Федерации, но посмотрел, сейчас такие полонезы в России на вторичном рынке продают за 1800 рублей. И на мой взгляд, конечно, этих денег модель не стоит, и ее красная цена это 350-450 рублей. За эти деньги ее можно смело покупать в коллекцию. И если посмотреть на польскую серию «Культовые автомобили», то в ней довольно часто встречались различные полонезы. Был и вариант купе, также пикап, обычный пятидверный хэтчбэк во всевозможных вариантах исполнения. Например, я видел автомобиль такси, также автомобиль милиция и другие варианты окраски гражданских машин. Подобный полонез также мелькал и в рамках российской журнальной серии «Автолегенды СССР». К тому времени ее переименовали в «Автолегенды СССР и соцстран». И в российской серии эта машина выходила под номером 152, она поступила в продажу в 2014 году, но, по-моему, там была более ранняя модификация 1978 года, и машина была окрашена в ярко-оранжевый цвет. А от этого варианта ее отличали другие колесные диски, немножко другое оформление облицовки радиатора и, возможно, мелкие декоративные элементы. У меня, к сожалению, в коллекции нету российского варианта, поэтому показать вам его не смогу. И я вам приготовил для сравнения другие польские автомобили, которые выходили в рамках журнальной серии, также машины из российской серии «Автолегенды СССР», похожие по дизайну, и мы наглядно можем посмотреть, как польский автопром отличался от советского и как, в свою очередь, масштабные копии отличаются друг от друга в плане качества покраски, сборки и проработки. И, конечно, это типично китайско-журнальное изделие со всеми вытекающими. Здесь очень много пятнышек клея, криво установленные, отсутствующие детали. И мой полонез не самый удачный в плане качества сборки, но все же эта модель покрашена более-менее аккуратно. Бывали и более худшие варианты. И давайте распакуем блистер, посмотрим на этот автомобильчик поближе, и вы в комментариях можете написать, какие иномарки есть у вас в 43-м масштабе от издательского дома Де Агостини, и что вы с ними делали. Оставляли в таком виде или делали какие-то доработки. И здесь стандартный блистер, который повторяет очертания автомобиля, серая подложка, указан прототип Polonez MR87. Также присутствует значок East Models, который нам говорит о том, что модель сделана на их формах. И если не ошибаюсь, у East такой автомобиль предлагался в синем варианте окраски, и также в рамках журнальной серии выходил автомобиль с обновленной передней и задней частью. И эти машины выпускались с 1978 по 2002 года, конечно, долгожитель, и на начало 80-х годов это был вполне хороший современный автомобиль, но, конечно, дизайн машин быстро изменялся, и уже к началу 90-х эти машины выглядели очень архаично. И упаковка масштабных копий мне больше нравится у румынского и венгерского издания. Например, вам покажу масштабную копию Opel, и как раз вы можете наглядно видеть здесь блистер прямоугольной формы и есть небольшая воздушная прослойка. И, например, когда модель повреждается при транспортировке, меньше вероятности, что повредится какая-то мелкая деталь. И, кстати, вы можете посмотреть, у этой масштабной копии выскочила из пазов сиденья. Я потом, когда ее распакую, подремонтирую перед видеообзором, но вот такие проблемы тоже часто встречаются на различных журнальных моделях. И еще один маленький бонус, это то, что на румынской и венгерской масштабной копии также поставляется небольшой черный пластиковый подиум. Конечно, мелочь, но приятно указан прототип, и вы отдельно можете приобрести прозрачный колпак, и таким образом вы сэкономите на боксе для этой масштабной модели.
И один момент, который мне очень понравился у этого серого варианта, это наличие фаркопа. И вообще очень мало моделей, у которых есть сцепное устройство, и, например, вы сюда можете поставить небольшой автоприцеп. И когда эта модель у меня стоит на полке, я обычно с ней сцепляю прицепчик Skiff. И тоже в таком варианте модель смотрится очень интересно. Я прицеп вам тоже приготовил, покажу ближе к концу видеоролика. И вы можете посмотреть, как покрашен этот автомобиль. И, возможно, оранжевый вариант более симпатичный за счет яркого окраса, но вот такие серые автомобильчики наиболее часто встречались в Польше на фотографиях, а яркие пестрые цвета в основном были для рекламных плакатов. Салон из черного пластика, окрашенного в массе, все сложно рассмотреть из-за того, что детали просто сливаются друг с другом, хотя присутствует рулевое колесо, рукоятка переключения коробки передач, вполне хорошие дверные карты и довольно нормальная детализация сидений. Например, сиденье вы можете выделить коричневым цветом, как и дверные карты, нанести декаль, имитирующую различные приборы. Также присутствует стеклоочиститель на крышке багажника, задние фонари из прозрачного пластика, но окрашены полностью красным лаком. И я советую при доработке задней светотехники делать подложку из фольги, а, например, витражным лаком вы можете обозначить сектора поворотников. Естественно, до этого нужно будет стереть старый красный лак. Присутствует шильдик с надписью Polonez, также объем двигателя 1,5. И если посмотреть на детализацию нижней части, то она вполне хорошая даже по меркам премиальных брендов. И, например, подобная проработка встречалась на ранней продукции Mini Champs. Присутствует топливный бак, выхлопная система, карданный вал, точки крепления модели к подставке. Конечно, это не самый лучший вариант, и уже говорил при обзоре модели от Mini Champs. Например, лучше крепежные отверстия делать по бокам, чтобы они не портили и не разрезали карданный вал и, например, выпускную систему. И, кстати, у этого автомобиля мне нравится, как сделан передний мост. И для сравнения могу вам показать автомобиль Fiat 125, на чьей базе сделан Polonez. И у этой модели детализация нижней части, на мой взгляд, сделана намного грубее. И у этой масштабной копии также хорошо проработаны колесные диски. Они попадают в 43-й масштаб. Даже зачернили центральные колпачки. Дверные ручки просто нарисованы серебристой краской. Отдельные зеркала заднего вида. Присутствует салонное зеркало. И на капоте также добавили небольшой пластиковый воздуховод. Осветительная техника спереди тоже более-менее нормальная, но из-за того, что подложка здесь темная, фары очень плохо просматриваются, и опять же, как в случае с задними фонарями, здесь я советую делать подложку из фольги. Также добавили регистрационные номерные знаки, а поворотники на передних крыльях просто обозначили оранжевой краской. Установили брызговики на задней части, но они не добавляют реализму, потому что сделаны очень грубо из толстенного пластика. И давайте покажу вам дальних родственников. И еще раз повторюсь, на начало 80-х годов это был вполне нормальный современный автомобиль. И наиболее близкая машина по дизайну, на мой взгляд, это экспериментальный «Москвич». Тоже рубленные формы, и эти машины примерно одинаковые по габаритным размерам. Как раз можете посмотреть. Много похожих узлов. Но у «Москвича» мне больше нравится оформление передней части, а задок лучше у Polonez. И уже если посмотреть на промышленные образцы, то, конечно, сразу вспоминается «Москвич 2141». Он уже выглядит более обтекаемо, более современно, и, конечно, в этом случае советский аналог мне нравится больше. Но, опять же, габаритные размеры примерно такие же. У «Москвича» симпатичнее оформлена передняя часть. Также задние фонари более обтекаемые. И вот так
выглядит днище автомобилей. Естественно, Москвич переднеприводный, а Полонез заднеприводный и задний мост на рессорах. У Москвича уже пружины. И давайте покажу вам, например, ВАЗ-2109. Это масштабная копия тоже из европейской журнальной серии. И сама по себе задумка неплохая, но вид портят огромные колеса, которые совершенно не попадают в 43-й масштаб. И, конечно, на фоне таких проблем Полонез тоже выглядит более выигрышно. ВАЗ чуть-чуть поменьше, но тоже имеет рубленый дизайн. И на этой модели тоже фонари полностью красные. Я вам показывал одну из масштабных копий, которую я дорабатывал, поставил другие колесики от бауэровской шестерки и раскрасил задние фонари. И небольшая доработка улучшила восприятие масштабной копии. У меня просто было два варианта. Один я покупал как донора запчастей. Ну и могу вам показать другие польские автомобили. Это пикап на базе Fiat 125. Тоже вполне хорошая масштабная копия. Красивые колесные диски с хромированными колпаками. Также вполне хорошо сделано оформление передней части. Хромированные зеркала заднего вида, стеклоочистители. И, например, покажу вам обычный седан в раллийном варианте окраски. Конечно, это не раллийный автомобиль, а некая пародия, потому что здесь отсутствует каркас безопасности, также другие колесные диски. И это, по-моему, был бонусный выпуск, но машина тоже довольно симпатичная из-за яркого окраса. И обычный седан в белом цвете. И у меня в коллекции есть еще универсал, но забыл, в какую коробку я положил ту масштабную копию. Если найду, покажу как-нибудь в другом видеообзоре. И на эту модель я поставил харьковские покрышки, хотя не было особого смысла, потому что резина не разъедает хром. Если, например, у вас оригинальные покрышки на обычных окрашенных колесных дисках, то есть вероятность повреждения обода колеса, а с хромированными колесиками я ни разу такой проблемы не наблюдал. И покажу вам в заключении, как этот Полонез будет смотреться с прицепом марки Skiff. Тоже хороший прицепчик. Их можно приобрести за 150 рублей. Это металлическая модель, но встречаются и пластиковые прицепы. Они намного легче и смотрятся не так выигрышно, как эта масштабная копия. Но, конечно, здесь качество покраски тоже оставляет желать лучшего. И прицепчик отлично встает на сцепное устройство, и получается вот такой небольшой автопоезд. И пишите ваши комментарии, что вы думаете о данном автомобиле. Если в вашей коллекции похожие машины, также напишите в комментариях, хотите ли вы продолжение рубрики, где вам покажу другие варианты исполнения Полонез. Если вам понравился данный видеоролик, не забывайте поддержать его лайком, вступайте в мои группы в социальных сетях, ВКонтакте и Фейсбуке, жмите на колокольчик и также заглядывайте на мой второй канал, там тоже выкладываются разнообразные видеоролики на модели из моей коллекции. А на сегодня это все, до новых встреч, пока!